Путин предстанет перед трибуналом. Кто угрожает съемочной группе «Нехта»? Новый немецкий канцлер назвал дату прекращения огня. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Детали из Европы в иранских шахедах. Польский министр выразил сожаление. Развитие шпионского скандала. Венгрия прямо угрожает Украине. Биткоин обновил максимум. Трейдеры потеряли сотни миллионов долларов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Перемирие уже на выходных. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие дни может быть достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Брюсселе. Теперь есть шанс, что в конце этой недели, после сегодняшнего дня, который отмечается в Москве большим военным парадом и на котором было согласовано прекращение огня, появится возможность достичь 30-дневного перемирия в Украине. Украина поддерживает эту инициативу и согласна с ней. Америка выступила с этой инициативой и предложила ее. Крупные европейские государства полностью согласны с ней. Я также предполагаю, что это относится ко всему Европейскому Союзу, а также к НАТО. Теперь мяч полностью на стороне Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем сообщал, что 11 мая в Украине состоится встреча с лидерами коалиции государств, поддерживающих Киев. Он не уточнил, кто именно приедет, но по данным медиа речь идет о ключевых европейских союзниках. Ранее Владимир Путин объявил о введении трехдневной односторонней паузы в огне с 9 по 11 мая, но Украина отказалась ее признавать, да и Москва ее не сильно соблюдала. Киев и Вашингтон требуют как минимум 30-дневного режима прекращения огня. Биткоин за сутки подорожал более чем на 3% и пробил отметку в 104 тысячи долларов. Таких высот не было с конца января. Для крипторынка это стало неожиданным ударом. Трейдеры, игравшие на падение курса, потеряли почти 400 миллионов долларов, и это крупнейшая волна ликвидации ставок с ноября. Пострадали и оптимисты, те, кто ставил на рост, но не выдержал скачков волатильности, они потеряли еще 22 миллиона. Главный триггер — это заявление Дональда Трампа о новом договоре с Лондоном. США и Великобритания подписали торговое соглашение, которое охватывает ключевые отрасли – автомобили, сталь, сельское хозяйство и алкоголь. Теперь британский рынок официально открыт для американской говядины, а экспорт автомобилей и этанола из США в Британию вырастет. Также увеличатся поставки спиртных напитков, в первую очередь американского виски, что особенно важно для штатов, где производство алкоголя – крупная индустрия. При этом Трамп уточнил, что глобальный базовый тариф в 10% пока сохраняется. Рынок воспринял это как сигнал стабилизации и роста мировой экономики, и это вызвало волну оптимизма в криптоиндустрии. Сталь является важным фактором. Обе страны станут сильнее благодаря стали и другим материалам, необходимым для военных нужд. Вы знаете, мы раньше строили корабли и другие вещи буквально на уровне, которого никто никогда не видел. Но мы перестали, мы ослабили усилия, и я бы сказал, что Великобритания, безусловно, ослабила усилия, но теперь мы не будем ослаблять усилия. Обе стороны будут работать вместе. Аналитики считают, что рынок получил мощный импульс, и если не вмешаются внешние факторы, рост может продолжиться. Но предупреждают, после таких качелей возможна и новая волна резких падений. Шпионская история получила продолжение. Венгрия решила вместо оправданий перейти в наступление. Я напомню, СБУ раскрыла шпионскую сеть, действующую на Закарпатье. В рамках их деятельности якобы даже прорабатывались сценарии оккупации части Украины. Будапешт сразу же нашел, что ответить, и резко определил 2 украинских дипломатов как шпионов и выслал из страны. В Украине часто используется антивенгерская пропаганда. Антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях оказалась совершенно беспочвенной. Поэтому я прошу всех с осторожностью относиться ко всем подобным новостям, появляющимся в украинской пропаганде. Пока мы не получим какие-либо подробности или официальную информацию, я вынужден классифицировать это как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью.
И мотивация оказалась бы довольно логичная и даже благородная, если бы венгерский министр не вспомнил о том, что, цитирую, «венгерский народ сейчас готовится принять решение о том, может ли Украина стать членом Европейского Союза. Мы не будем терпеть такие действия, постоянно предпринимаемые в Украине против Венгрии, против венгерского народа». Конец цитаты. И все сразу же приобретает другие очертания. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Во Львове министры иностранных дел 35 стран ЕС и Совета Европы подписали историческую декларацию, документ о создании специального трибунала по делу о преступлениях агрессии против Украины. Это первый шаг к юридическому процессу, который должен привлечь к ответственности высшее руководство России. В совместном заявлении дипломатов подчеркивается, трибунал должен привлечь к ответственности тех, кто несет наибольшую вину за развязывание крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой. No właśnie to będzie połową naszych obrad. Половина наших обсуждений будет посвящена завершению проекта создания специального трибунала при Совете Европы, который сначала будет документировать, а затем преследовать в судебном порядке лиц, виновных в военных преступлениях против человечности. Уже было много таких лидеров, которые игнорировали подобные инициативы. Напомню вам, что виновные в военных преступлениях в Югославии все-таки предстали перед трибуналом в Гааге. Как ожидается, сам трибунал начнет работу после заседания Комитета министров Совета Европы 13-14 мая в Люксембурге. Кроме того, польский министр подтвердил, что детали в иранских шахедах, которые Россия отправляет на украинские города, в том числе и европейского происхождения. Радослав Сикорский говорит, что это должно послужить причиной к ужесточению санкций. Лукашенко снова заигрывает с помилованием. Политзаключенных массово подталкивают к такому покаянию. В одной из белорусских колоний массовое предложение политзаключенным писать прошение о помиловании, сообщает правозащитный центр «Весна». По их информации, такой активности не было уже несколько месяцев, но все резко изменилось с начала прошлой недели. После того, как Александр Лукашенко подписал закон об амнистии и указ о помиловании 42 человек. Правозащитники получают свидетельство того, что в последнее время политзаключенных одной из исправительных колоний массово призывают писать прошение о помиловании на имя Лукашенко. Известно, что ранее таких предложений в колонии не было несколько месяцев. Все изменилось с начала прошлой недели. На этом фоне власти, по всей видимости, начали новую волну давления под соусом милосердия. Формально заключенным предлагают шанс на свободу не через суд, не по пересмотру дела, а через унизительное прощение, которое нужно писать лично и с признанием своей вины. Напомним, в прошлом году Лукашенко уже подписывал указы о помиловании, затем почти год тишина, а теперь снова оживление и снова отбор по политическим мотивам под видом гуманности. Угроза — это часть журналистской работы, но, тем не менее, съемочная группа «Нехта» в Берлине наслушалась про себя много от доброжелательных участников так называемого «бессмертного полка». Агрессивно настроенные, но, конечно же, мирные участники угрожали журналистам. Иди эту хуйню отсюда. Сейчас сожрет. Ты меня сейчас сожрешь у меня ее, понял? Убери ее, я сказал. Угрожаю. Да. Билл Гейтс пообещал потратить все состояние на благо человечества. Фонд Гейтса в ближайшие 20 лет выделит более $200 миллиардов на глобальные инициативы. В интервью миллиардер подчеркнул, что хочет лично проследить, чтобы его деньги были направлены туда, где они смогут принести наибольшую пользу. Работа над вакцинами будет в приоритете, потому что на рубеже веков дети не получали вакцины от диареи и пневмонии, а сейчас это спасло миллионы жизней. Это просто маленький флакончик, как этот. В течение следующих 20 лет мы выделим более $200 миллиардов, что позволит спасти десятки миллионов жизней. Я надеюсь, что я буду еще жив, когда пройдет 20 лет. Но я отложу немного, чтобы иметь возможность покупать гамбургеры сколько захочу. По словам Гейтса, его цель не просто благотворительность, а стратегическое вложение в здоровье, образование и технологии, которые способны изменить будущее миллионов людей. А каким GPS вы пользуетесь на Луне?
Забудьте о бумажных картах, если вдруг туда решите полететь, и ручных расчетах. Европейцы запускают навигацию на Луне. Испанская компания GMV представила Lupin, первый в истории аналог GPS для лунной поверхности, и это переворачивает правила игры в космосе. Используются сигналы со спутников, вращающихся вокруг Луны. Они покрывают даже самые труднодоступные участки, включая темную сторону и Южный полюс, где уже планируют высадку НАСА и SpaceX. Мы проводили испытания с использованием реальных GPS-координат и смоделированных координат будущей GPS-конфигурации вокруг Луны на более высокой скорости, чем обычно. Стандартная скорость лунохода составляет около 0,3 метра в секунду, а мы увеличили ее до 1 метра в секунду. Для Земли это не кажется большим, но на Луне это очень много. Эта машина является настоящим прорывом. Даже миссии НАСА не достигли такой скорости в автономном режиме. До сих пор навигация на Луне была как будто бы вслепую, без карты, без координат и с огромными задержками. Теперь все изменится. Lupin готовит лунный интернет-навигатор, который станет фундаментом для будущих баз, добычи ресурсов и космического туризма. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.